И вот это была еще книжечка «Новейшая история», где написано, а зачем воевать, а надо было открыть города, а зачем, и все такое прочее. И 30 лет нам сказали, ну выбирайте, 16 линий выбирайте. А что выбирать? Великая Отечественная 4, максимум 5 часов, в новейшей истории 2-3 часа. Мы очень ждали новый учебник, просто очень ждали. Ну, патриотические речи, и думалось, что это будет учебник настоящий, а это действительно научный учебник, потому что детей надо учить науке. И вы знаете, когда я проштудировала все 4 новых учебника новейшей истории, 10 класс, новейшая история, 11 класс, история России и еще одна история России. И я поняла, а что мы хотим? Ведь сами авторы не приходят к единой трактовке событий. И там Медведский, но в новейшей истории что вариант? А там Туркунов. Может быть, как научные работники, они великолепны, но это материал для школьников. Почему я так говорю о Туркунове? Мы последние 5 лет взяли линейку вот с 5 класса до самого последнего, 11 класса не было. Мы 3 эти книги делили, вторую часть, значит, на 10-й. Но вы знаете, это вот что за учебник? 18 страниц ширина страницы. По 3 сантиметра в круговую идет просто пустая полоса. Нам что, не хватает туда деньги деть? Приходит этот учебник. Уже читаю. Учителя, победители всяких конкурсов пишут, какой хороший учебник, какой великолепный учебник. И вы знаете, мне стало страшно. Действительно, в этом учебнике нет красно-коричневого. В этом учебнике нет оголтелого вот этого всего. Но либо он настолько спешно и непрофессионально сделал, либо это глубокое психологическое там заложено за мозгом. Что я боюсь? Этот учебник абсолютно соответствует 4-му поколению государства. Этот учебник абсолютно соответствует программе и расчесовке учебных планов. Этот учебник снабжен методическим материалом. Этот учебник полностью заточен под ЕГЭ. Казалось бы, вот дождались, да? Но мы-то ждем не этого. Вы меня извините, я вот 47 лет в педагогике, у меня есть книги учебные, пособия для вузов, но я не понимаю, как можно историю обществознания впихнуть в это гадание. И когда я прочитала вот абсолютно те задания, которые есть в ЕГЭ, я поняла, что, наверное, ЕГЭ с нами очень-очень надолго. Я всегда вспоминаю, как Геннадий Андреевич говорит, запоминается первое и последнее. Я сразу, кстати, не знаю, может быть, потому что сюда я должна была ехать, в одну ночь появились учебники. Я раздала их детям. Я уже читала, какие они красивые, какие они все. Первый вопрос. Елена Васильевна, они скоро меняться будут? Почему вы так решили? Они абсолютно новые. Они говорят, а посмотрите, в конце учебника идут элементарные газетные статьи. Спички. Но если вы хотели написать современность, ну не надо тратить 1000 рублей. Вы напишите это брошюрой и назовите это рассказом по истории. Потому что сами авторы пишут, что придет время, будут написаны монографии. А вот когда будут написаны монографии, когда придет время,
хороший учебник. Не буду уж говорить о том, в последнем спиче, что мне дети задали вопрос о том, как там говорится, какое-то необыкновенно хорошее время и время для полета. А дети говорят, а авторы учебников знают, сколько стоит высшее образование? Но не могла ответить. Теперь немножко к учебнику. Начинаем с 10 класса. Первый пункт. Так я почему-то подумала, думаю, ну сейчас будет цивилизационный период, сейчас Россию скажет цивилизация, то есть все. Нет, вот столько ничего. Дальше. Второе. Империализм. Думаю, боже мой, неужели приняли Владимира Ильича Ленина как ученого? Сейчас, я думаю, дадут 5 признаков империализма, и это будет ключ к пониманию всей новейшей истории. Ничего подобного. Потом интересно. То есть, кажется, понятно. Да. Еще интереснее. Там хоть совсем нет, не так обидно, а тут есть и непонятно о чем. Значит, никакого кризиса начала 20 века как будто не было, никаких особенностей в России как будто не было, никак этот империализм не назывался у нас, ну, вроде как было такое. Значит, вот просто так штрихами говорю. Значит, идет Первая мировая война. Думаю, ну, наконец-то мы получим в новом учебнике. Мне объяснят, зачем мы туда вступили. Дети и так путают повод войны и причины войны. И опять бедный Эрцгерцог, наверное, уже там переворачивается. Причин нет никаких. Идем дальше. Очень интересно. Революционный кризис. И в этом революционном кризисе нам дают Великую Февральскую революцию и Великую, и опять Октябрьский переворот дают. Позвольте, это не революционный кризис, это кризис монархического режима. Но вы понимаете, что это такое или не понимаете? Дальше никакого промежутка времени, который у нас был триумфальное шествие советской власти, назовите хоть как, но это же было принятие. Не буквы. Что, почему, как? Начинается гражданская война. Началась, потому что разогнали учредительное собрание. Ну даже не смешно, кому надо учредительное собрание, если уже были декреты о мире, о семье и так далее, и так далее. Значит, вот здесь говорили, что нет, там присутствует биографии Деникина, Колчака, Врангеля. Указано, что Врангель – это кавалер ордена, первого ордена и так далее, и так далее, и так далее. Значит, опять душим демократию. Что, оказывается, сделали большевики прямо сразу? Пришли к власти, прямо сразу сделали. Они запретили буржуазные газеты, потому что это имело силу, и вот они запретили. На этом преобразование большевиков кончилось. А я детям всегда говорю, 18-й год, вот, как шагриновая кожа, страна. А у нас в Саратове открыли ТЮЗ. Вы понимаете, какая вера в будущее, какая вера в детей, какая надежда? Ничего, газеты запретили. 50 научно-естественных институтов открыли большевики только в 18 году. Вот, дальше. А почему же проиграли? А вы знаете, оказывается, почему? Оказывается, белое движение, они были идеалисты. Как не есть. Идеалисты. Как будто Колчак не заливал кровью Сибирь. Да. Как будто о Кольском полуострове не говорили. Они их одевали, 14 государств обували, они их вооружали и оставались идеалистами. Они были согласны на то, чтобы нас растащить, и они оставались идеалистами. Очень коротко дальше, прям дальше.
Карпова Сергея Павловна, выдающегося нашего министра, который, понятно, в советской истории как семья в апельсине, но старый человек больной, зачем его сделали резидентом? Да. Что вот такую глупость? Да, это вы знаете. Дальше. Еще хочу. Хронология не соблюдается, самое элементарное. В шестом параграфе дают военный... не военный министр. Ну, бывает. Ну да, бывает, я уже заговорилась. А в следующем параграфе дают гражданскую войну. Ну правильно, военный коммунист. Ну, в общем, вот абсолютно так. Дальше переходим к войне. Я думала, тут много будет говорить о войне, но нет, поэтому остановлюсь только на следующем. Вы знаете, вот просто думаю, а мы вообще в какой стране живем? Вот много кто говорит, что придется ему переписывать. Все, особенно молодежи, даже дети. Извините меня, до партии нам комсомола можно изучать Советскую Социалистическую Республику. Ни буквы о комсомоле, ни буквы о пионерах, ни буквы. Правда, 4 крошечных фотографий, ничего не написано ни о Вале Котик, ни о ком, вот они в пионерских галстуках. Опять победим героизм. Вот героизм, патриотизм, ну как ситцевое платье уже замотали. Вы мне скажите, пожалуйста, мы в Крымскую войну 19 века патриотизма и не было героизма, да, в Севастополе? У нас варят не от героизма Кингстона открыт, но мы же продули войны, попали в такую территориальную зависимость, что не можем до сих пор доказать, что это рухнула Шершикотан и Хамамаи, это действительно острова, которые мы отбили. Дальше идем, вот просто штрихи, досуг. И вот здесь я в досуге через черт и через запятую идет Артек. Досуг. Вы знаете, я сама Артек. И вот когда на Костровой площади в Артеке в 70-е годы вертолет опустился, и оттуда вышел 14-летний вьетнамец с черной рукой вместо руки и с лицом от напалма, вот я тогда, еще совсем маленькая девочка, поняла, что это настоящее лицо империализма. Вот это оно. И как можно говорить, что Артек это просто досуг? Это была столица советской пионерии, которая общалась со всеми детьми всего мира. И первая смена международная, насколько было продумано, была с немецкими детьми, чтобы они поехали и рассказали, кто вы есть. Вот очень коротко и боюсь, что учителям понравится этот учебник, методический материал. Как психолог скажу, совсем не понравился. Там 5-6 чернил по тексту. Это как можно мысли сосредоточить? Это просто красивая страница, но там от методики ничего нет. Надо смотреть этот учебник и прекратить поливать грязью. Вот, казалось бы, ну, наконец-то избавились от таких других. Вот я сейчас вам не могу не зачитать. Вот то, к чему, в общем-то, подошли наши составители учебники. И не просто из каких-то там воспоминаний, да? Они больше, не меньше. Мнение ученого о Брежневе. Он не был замкнут и нелюдим, как Ленин. Ему чужда жестокость Сталина. Он не впадал в истерики, как Хрущев, не имел двойного дна, как Андропов. Брежнев плохо образован, культурный уровень просто примитивности, слабоволен, недостаточно решителен.